Приветствую друзей и зрителей моего канала. Отгремели все новогодние рождественские праздники. И сегодня в Крещенский сочельник я решил поделиться с вами рецептом десерта под названием ватрушки. Всем известного десерта. Первым делом любая выпечка начинается с приготовления теста, естественно. Я беру 400 граммов муки, добавляю туда 4 яйца. Сюда же добавляю еще 3 столовые ложки размягченного домашнего в комнатной температуре сливочного масла. Лучше взять 82% масло. Добавляю еще 200 граммов сметаны и 100 граммов сахара. И отправляю это все в хлебопечку на 20 минут для быстрого замеса теста. Затем я достаю тесто из хлебопечки, из чашки, слегка посыпаю мукой, заворачиваю в пищевую пленку и отправляю на холод в холодильник на 35-40 минут. Достаю затем охлажденное тесто, расстоявшееся немного, и делю его на 4 части. Каждую из 4 частей потом я раскатываю в колбаску, и каждую колбаску снова делю на 4 части. Вы можете разделить это не так, чтобы у вас получилось 16 мелких ватрушек. Если вы хотите их сделать крупными, можете разделить на 8 частей, либо на 12, в зависимости от того, какого размера ватрушки вы хотите получить. Мне оказалось достаточно и такого размера, как я сделал. Потом каждую из частей я из каждой части формирую шарики, и каждый шарик раскатываю в лепешку диаметром где-то 10-12 сантиметров. Кладу это на пергамент, смазанный маслом, и делаю бортики. Формирую бортики вручную. Тут в зависимости от того, кто как может. Особой красоты здесь не требуется. Главное, чтобы сформировался бортик для того, чтобы затем, когда будет туда укладываться варенье, чтобы оно не вытекало. Отправляю это на 10 минут в духовку, слегка подрумяниваю. Дно желательно проткнуть вилкой для того, чтобы нижняя часть не поднималась пузырем. И затем уже в предварительно пропеченные лепешки с бортиком я кладу по 1 чайной ложке и размазываю внутри. У меня повидло яблочное. Серединку я немного освобождаю, потому что в серединку я потом еще положу по половине чайной ложки варенья черничного. 2 лепешки я оставил для того, чтобы, как для примера, попробовать сделать ватрушки с творогом. Творог я тоже, естественно, немножечко подсладил черничным вареньем. И снова же в разогретую духовку до 180-200 градусов, в зависимости от того, какая у вас духовка. Отправляю это все, предварительно смазав края ватрушки молочной яичной смесью. Можно смазать просто желтком, тогда они будут еще ярче и красивее. Хотя достаточно и смесью. На 15 минут. Через 15 минут я достал. Получились они, конечно, не такие пышные, как хотелось бы, потому что в рецепте теста, который я взял из книжки под названием «Блюда русской кухни», нету ни одного компонента, который бы позволял тесту немного подойти больше. То есть ни разрыхлителя, ни соды, ну уж тем более нету там дрожжей, потому что это бездрожжевое тесто. Поэтому либо надо увлажнять духовку во время выпечки, либо надо добавлять в тесто разрыхлитель хотя бы 1 чайную ложку, тогда они будут пышнее. Ну, в принципе, меня устроил и такой вариант. Ватрушки получились вкусные. Поэтому подписывайтесь на канал. Если вы этого еще не сделали, жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые мои ролики. Ну и, соответственно, если этот рецепт вам понравился, ставьте лайки под роликом, пишите комментарии, делитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. И до новых встреч!